Всем привет! С вами Катерина. В этом видео продолжаем делать слоника. Для начала определим размер дисков, которые нам понадобятся. Для головы мне нужен будет диск диаметром 4 сантиметра. Для ручек диски по 3 сантиметра в диаметре. Для ножек по 4 сантиметра в диаметре. В туловище я помещу диск размером 3,5 сантиметра. Диски я буду делать из виниловой плитки. Она достаточно прочная и для маленьких игрушек вполне подойдет. Обвожу карандашиком необходимое количество мне дисков. И вырезаю очень прочными ножницами. Идеально круглой формы, конечно, не получится, но это не страшно. В середине делаю отверстие для шплинта с помощью шила. Будьте очень осторожны, не проткните себе пальцы. И расширяю отверстие круглогубцами. То же самое делаю с остальными дисками. Вставляю шплинт в шайбу, а затем в диск. Теперь нам нужно поместить его в голову. Очень важно, чтобы диск напрямую прикасался к ткани. Следите за тем, чтобы между тканью и диском не было наполнителя. Размещаем ровно посередине и зашиваем отверстие для выворачивания потайным швом. Делаем закрепку и прячем конец нитки внутри игрушки. Обрезаем. Теперь я сделаю складочки на хоботе. Для этого беру длинную нить и оба кончика продеваю в иголочку с большим ушком. Определяю место первой складки. Вытягиваю нить, но не до конца, чтобы с обратной стороны осталась петелька. Вывожу нить назад и провожу сквозь эту петельку. Затягиваю. Первая складка готова. Таким же образом делаем остальные складочки. Теперь определяю места для шплинтов на ручках и ножках. Делаем небольшие надрезы для шплинтов. Наполняем только нижнюю часть ручек. И теперь вставляем диск. Также на шплинт одеваем шайбу, а затем диск. И выводим шплинт сквозь отверстие, которое мы сделали. Теперь нужно полностью наполнить ручку, так, чтобы наполнитель не попал под диск.
Таким же образом делаем вторую ручку и займемся ножками. Наполняем только нижнюю часть. Вставляем диск с шайбой и полностью наполняем ногу. Также делаем вторую ножку и зашиваем все отверстия для выворачивания. Теперь определяем места крепления лапок на туловище. Делаю надрезы для шплинтов и собираю все части слоника. Сначала соединяю голову с туловищем, вставляю шплинт в отверстие, которое мы оставили при сшивании туловища, одеваю диск, затем шайбу. И с помощью круглогубцев закручиваю шплинт в разные стороны. Теперь прикрепляю ножки. И в последнюю очередь прикрепляю руки. Проверьте, что голова и все лапки притянуты плотно, чтобы не было отверстий между дисками. И если все хорошо и не нужно больше подтягивать шплинты, полностью наполняем туловище. Зашиваем отверстие потайным швом. Осталось пришить ушки. Подгибаем край уха примерно на 5-7 мм и закрепляем наметочным швом.
На верхней части ушка нужно сделать складку. Загибаем примерно на 1 сантиметр и закрепляем. Определяем место крепления ушек на голове, прикалываем булавочками и пришиваем аккуратными мелкими стежками, чтобы их не было видно. Убираем наметочный шов и симметрично пришиваем второе ухо. Украшаем слоника по своему вкусу. Я ему сшила воротничок. Он делается очень просто, но если кому интересно, как я это делаю, пишите в комментариях. Я обязательно сниму видео. Поддерживайте канал лайком и подпиской. До новых встреч. Пока.